Сегодня мы еще немного поговорим о том, как сила мечты меняет пространство, в котором вы находитесь. Мы уже хорошо усвоили, что настоящая мечта – это огромное увеличительное стекло, которое собирает лучики энергии и прожигает концентрированным энергетическим лучом поверхность, на которую этот луч направлен. Чем сильнее и продолжительнее вы о чем-то мечтаете, тем мощнее пучок энергии из вашего сознания и тем быстрее этот луч может прожечь место приложения этого луча, то есть осуществить вашу мечту, искривив пространство вокруг вас должным образом. Это можно продемонстрировать, параллельно прожигая толстую древесину спичкой, зажигалкой, газовой горелкой и лазерной установкой. Что будет наиболее эффективным и быстрым? Ответ очевиден. С другой стороны, чем слабее мечта, чем рассеяннее свет нашего желания, чем чаще вы меняете свои желания на половине пути, тем менее мощным будет наш пучок энергии и тем дольше он будет преломлять пространство, на которое будет воздействовать. И в такой ситуации вам будет казаться, что нет никакой силы в способности мечтать, нет никакой магии в работе нашего сознания. Ведь ничего не происходит. Ну, почти ничего. Наш мозг привык верить в то, что он может увидеть целиком и полностью, пощупать и убедиться, что его не обманывают. Если предметы и события или их очертания будут проявляться в вашей жизни постепенно, как чеширский кот в сказке, Алиса в Зазеркалье, мозг может включить блокировку и вы перестанете доверять своим глазам и ощущениям или, что еще хуже, начать бояться происходящего вокруг вас и противодействовать постепенным изменениям. Поэтому давайте договоримся, что вам нужно быть готовыми к некоторым слегка магическим проявлениям в вашей жизни во время того, как вы практикуете постепенное приближение большой мечты. Художник переносит картину из своей головы на холст, и по мере наложения штрихов и мазков из первоначального хаоса красок начинают проявляться очертания будущего рисунка. Вот так и наша большая мечта сначала существует только в нашем сердце, но по мере того, как мы практикуем ее осуществление, в пространстве вокруг нас начинают происходить всевозможные события. Некоторые из них проявляют себя сначала лишь на тонком уровне. Это могут быть подсознательные ощущения, что вы знаете, что будет дальше. Это могут быть желания предпринять какие-то шаги, которые ранее вам были не свойственны или не приходили в вашу голову. Это могут быть имена, названия, цвета, предметы, идеи, звуки, которые в какой-то момент начинают привлекать больше вашего внимания, чем раньше. Вспомните свои ощущения, когда вы в детстве ждали приближения своего поезда на вокзале. Вначале вы слышали далекий звук гудка паровоза. Затем где-то вдалеке начинал нарастать стук колес и вы ощущали легкую вибрацию. Через некоторое время уже можно было увидеть очертания долгожданного поезда. И вот он уже мчится сначала как будто прямо на вас, а потом мимо вас. И вот вас уже обдувает и почти сносит потоком вихря, который создал пролетающий мимо поезд. Знакомо? То же самое происходит, когда вы долго и настойчиво мечтаете в одном направлении, предварительно пройдя длительный процесс поиска своей самой большой мечты. Сначала некоторое время ничего не происходит. И чем слабее и прерывистее вы будете мечтать, то забывая о своей мечте, то снова вспыхивая желанием ее осуществить, тем дольше вы будете ждать первых предвестников и тем слабее будут их проявления в вашей жизни. Если вы немного подождали поезда на вокзале и при этом не очень-то стремились куда-то доехать на этом поезде, через время поезд все-таки приедет, но на другую платформу и не к вам. То есть вы свои предвестники все равно получите, вы же мечтали немного и вложили в эту мечту о поезде часть своей энергии, пусть и небольшую часть. Поэтому шум поезда и какие-то его проявления вы в свою жизнь получите, но не будет этого ощущения надвигающегося вихря, не будет потока, обдувающего ваше тело. Вы получите результат согласно вложенным энергозатратам, не больше и не меньше. Все по-честному. Поэтому если вы уже пришли на вокзал, мечтайте так, чтобы ваш поезд пришел по расписанию, создал вокруг вас поток самого прекрасного ветра перемен и унес вас в ваше прекрасное будущее, к вашей большой мечте. Поставьте свой лайк, если видео было для вас полезным, и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. До новой встречи!